Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 4-й выпуск 3-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске много квестов не закрыли, но получилось закрыть путь выживальщика «Живчик» с 5 минутами нахождения в состоянии полной дегидратации, а также закрыл хороший квест «Движуха» с убийством ЧВК из пистолета, который обычно делал на заводе, но в этом сезоне выполнил в лесу. Алекс Ку, Константин, Эдвард, Роман, Слава, Кент, Алекс, Сергей, Сбоб, Найкедж, Центурион, Панама и зритель. Большое человеческое спасибо за финансовую поддержку и добрые слова. Запись микрофона обрабатываю в программе Audacity, но как обрабатываю? Пользуюсь только функцией подавления шума. Всем приятного просмотра. Давай смотреть, что нам принес прапорщик. Во-первых, 2 страховки нам пришло из лесу. А во-вторых, он еще и посылочку кое-какую подгоняет. О, нормалек, смотрите, красота-то какая. Найти и передать. Первый же квест от миротворца, да или квест, можем закрыть, так как проводочки у меня имеются. Бам. Вот так вот. Мне нравится, когда день начинается с того, что я закрываю какие-нибудь, хоть пусть даже или простенькие квесты, да? Сегодня планирую добить точнее, квест-пикник со стрельбой от прапорщика. Мне нужно в лесу убить 8 диких. Совмещать будем с квестом «Путь выживальщика», беззащитен, но опасен. Здесь тоже в лесу нужно убить, но 4 диких, при этом не используя броню. Ну и устранение, да или квест халява сегодня. У меня от егеря. Мне на любой локации необходимо устранить диких выстрелом в голову, всего лишь 2. Из-за этого мне даст репутацию, водные фильтры, опыт и чуть-чуть деньжат подсыпет. Здорово. Пока прогуляемся за дикого, пойдем за дикого на резерв. На резерве нам необходимо будет поискать какие-нибудь ключи, в том числе флешки. Может быть, газоанализаторы есть. Там разделились, в общем, мнения на 2 лагеря. Половина говорит, беги на резерв, они там кучами спавнятся в картотеках. Другие говорят, в картотеках больше ничего не спавнится. И самый лучший способ 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, правильно? Вот сейчас мы пойдем и все это увидим сами. Так. О, боги. Куда ж вы меня заспавнили-то? Так, 26 минут. Неплохо. Время будет мне как раз все посмотреть, что меня интересует. Единственное, было бы это все дело безопасно. Сейчас проверим, что там у нас. 856, трассеры, слабенький патрон. Ну, хоть что-то, кто-то справа там есть. Все, войп включен. Если что, будем умолять о пощаде. Или слушать, как молят нас о пощаде. С Богом, как говорится. Ну что вы мне скажете, родненькие? Полупустые картотеки на других локациях. Тут я смотрю такая же, да не то что полупустые, а почти пустые. Нет, господа, боюсь, что газанов больше в картотеке я не найду. То, что вы говорите, что я находил, это, скорее всего, было до вайпа. Так, 108. Ерунда. Такой ключик не очень. Блин. Кто-то лутался. Или лутается до сих пор, по-моему. Нам не жалко, что мы сюда пойдем.
Люди не гордые. Места, я думаю, всем хватит. Опа. Дикие. Для чистоты эксперимента все-таки посмотрим картотеки. Здесь в этом помещении больше намного картотек, если их не облутали до того, как я появился в рейде. Вообще ничего нету, скорее всего это все уже осмотрено, да? Осмотрено. Вынесено. Так, двери здесь обычно прикрыты. А нет, смотри, глушители лежат. СКС, глушитель. Очень даже хороший. С СКС я играю. СКС нам нравится. А еще и если она глушенная будет, то это вдвойне приятно. Нет, парни, по-моему, тут наизнанку все вывернули уже. А чё я скотч игнорирую? Он же мне нужен. Ты где его видел? Эх, елки-палки, я думал, хотя бы здесь будет что-нибудь интересного, да? Побольше на резерве. Да еще и время, в принципе, не такое уж и активное сейчас. 10 утра. Свои, кто идет? Дикий окос. Ужасные людишки. Напугали старика. Да ну в баню. А что такое, я не могу вылезти в окно? А, выносливости нет. Это удел сильных, выходить через окно. Ножницы по металлу. О, просочился наконец-то.
Смерть или Матумба? Не знаю зачем, но активировали этот. Ну, походу, выходить собрались. Или кого-то. О, вот это вот забрал бы я. Чик. Нормально. Как сделать? Наверху поглядеть. Есть ли вариант там что-нибудь найти? Или такая же тишина будет? Водички. А у меня что по выходу? Дикие места, дыра в заборе у скал, трубопровод, отопления, бронепоезд. Ого. Мне так-то вообще в другую сторону-то идти. По идее, но вот здесь, по-моему, не лутались. Да, похоже на то. Понятно. Тогда последний вариант. Ну, там более чем... Уверен, ребята уже все прошуршали, но это можно посмотреть. Там пацаны тоже писали, что не смотри, он там. О, свеча, пойдет. Я бы хотел тебя забрать. Вместо вот этого. Что ты застреваешь-то? Чисто по инерции залетел туда. Опа, это что такое? Тоже мы забрали бы для освещения второго уровня, да? Вот в этом помещении, в штабе, в общем. Не в штабе, как это, учебный корпус. Как вариант, в общем-то. А, да тут даже... О, как сделали. Так, стоп, это не то помещение, по идее. Там еще есть интересное помещение. На втором этаже, который... Опачки. О, автомат новый. Ща к барыгам, а потом по бабам. Вот здесь, в общем, в этом помещении, говорят, куча целая может спавниться. Газоанализаторов, ну, похоже, что не в этот рейд. Или уже староканили, скорее всего. Ну, раз ЧВК тут лежат. Не первый далеко.
DVD. Ладно, бог с ним. Давай своей дорогой пойдем, еще вот здесь внизу прошвырнемся, и можно будет идти на выход. Долго тут лазить смысла нет вообще никакого. Просто ходишь по уже лутанным местам и собираешь крохи. Попадается, конечно, время от времени что-то интересное, но... Дикий — это тот живчик, который туда-сюда быстренько сходил, сгонял и все. Долго его там мурыжить не хочу. О, страйк. Отлично. Забираем. АКМ. Заберем. А что такое? О. Сюда. То так мы сделаем. А куда я? А, вот она. Джандергалку на родину. Так. Все равно домой уже идем. Да чтоб меня, чуть датчик давления нашел. Поехали, если получится, выйдем сейчас. Дыра в заборе у скал. На этот выход я педалю. Вон где этот прожектор горит, там и выход примерно. Вот она, дыра в заборе. Как-то так. 17 почти минут, но при этом то, зачем я ходил, я, конечно же, не нашел. Зато нашел много чего по квестам и для убежища. Честно сказать, по большому счету, ни о чем рейд. Все эти квестовые вот эти вот предметы для варки, парки, это все я с легкостью найду в любое время. Я собрался, патронов докинул, денежка на выход у меня есть. Прикупил дополнительного боекомплекта немножечко. По тряпкам все у меня тут в ажуре. Оружие основное это горностай, дополнительное ППШ. Пойдем мочить ботов в лес. В лес мы пойдем в 11:14. И торс шлемом застрахую. Пожалуй, остальное можно оставить так, как есть. Поехали. 8 человек мне нужно по пикнику со стрельбой. Без бронежилета еще 4 нужно подстрелить. Так что работы море. Мы находимся напротив ворот. Завода. Перед нами МЧС. Справа скала снайпера. Так, а что я сюда приперся? Мне тут выход
На 14 ЗБ, как передать. Да. Ну, значит, я тогда по этой стороне пойду. Посмотрим, может быть, здесь будут дикие. Потом перевалим к коттеджам. На затопленный хутор. И так далее и тому подобное. Вообще здесь интересное местечко, здесь дикие спавнятся, и по несколько прям человек. Но слишком рано, пожалуй, сюда приходить за дикими. Вряд ли они появились уже. Ну да, ну да. Не имеет значения, с какого оружия мне убивать дикарей. Я болтовку взял на случай, если будет возможность с нормальной дистанции, без проблем убить дикого, так как мне надо без бронежилета убивать. Ну и плюс не шуметь, конечно же. Лишний раз. Зачем оно надо? 4 свободных ячейки. Между прочим. Имеет ли смысл заглядывать в тайники? Я вот не припомню, в тайниках находил ли я газоанализаторы или нет. Через тайнички все-таки я пробегусь, пожалуй. Мы же никуда не торопимся. Блин, или забить на все это дело, а спокойно просто пробежаться по диким быстренько. Иначе, если я сейчас буду еще и лутаться... то это все может затянуться довольно жестко. Блин, а тайники-то вкусные какие, с ума сойти. Ладно, я одно местечко вот тут поглядеть хочу. Его только, пожалуй, проверю. Так, без фанатизма. Лутаться будем, но без фанатизма. Очень скромно, быстро, не задерживаясь. Оружие? Нет, ложа. Глушитель для ТТ пистолета. Пойдет. Охотничьи спички, говорят, сейчас днем с огнем не найдешь. Так что я, пожалуй, их зажму. Они мне нужны будут для улучшения в убежище обогрева, по-моему, да? Получается, мне повезло. С нахождением этих спичек. Ух ты, я еще и чай нашел. В барахолке нет, чай будет выгодно продать. Еще глушило. На 5-7.
Все, я битком. Уже тяжелый. Оба-на. Открыто, прикинь. Ну вот, вы сейчас мне всех моих диких, да, попутно будете вырезать. А я? А как же я? Да уж. Ух ты, елки-палки. Вышел красавец. Увидел меня. Не успел. Значит, он рано или поздно вылезет оттуда. Посидим, подождем. Полежим. Попал. Попал, ну и все. Ждем дальше, получается. Наконец-то. Все это ради одного дикого. Без бронежилета. Идем дальше. Не, все-таки надо либо идти за дикими в лес, либо за лутом. Одно из двух. А то другое с первым несовместимо. Отвечаю. Вроде бы не полный мешок, но веса 38. Ну как не полный? Полный практически. Веса 38 килограммов и бегать тяжеловато. Ну зато прокачиваются там. Выносливость, да? Все не зря. Бон аппетит. Сейчас мы с этой скалы попялимся диких. Или с той скалы я смотрю. Нет, по-моему, с этой скалы я смотрю. А, тут холмик, за холмиком еще там не видно ничего. Значит, это так чисто. Ладно, окей.
Хотя лучше было бы, наверное, с той скалы спуститься. Там еще и хотенка интересная. Там обзорчик кое-какой открывается. Ить, молодец. Спортсмен. Настоящий спортсмен. Ух ты! Еще больше разгрузку нашел. Пойдет. Ну что там? Местные жители имеются? Обитатели. Похоже, что никого, ни души. Ну, ядрёный корень, а. Да как же мне так квест-то делать? Где все дикие, блин? Очень жаль. Очень жаль. Ну ничего, сейчас на пункте питания и на бункере я готов поспорить, что там есть дикие. Там-то практически безотказно работает респаун. Тишина. Да и только. Кто-то был. Может, он и подрезал-то местное население? Слегонца так. Офигеть, ни одного дикого. На всю деревню. Или мне стоит только туда чуть-чуть спуститься, да, как сразу же повылазят качки местные. Ладно, бог с вами. Мы тогда посмотрим здесь на пункте питания и на бункер поднимемся. Да, нет. Но одного без брони убил, осталось 3. Обычно в белую эту заходишь, и они фиг появляются. Сегодня так будет? Емелю слопаем.
Метаболизм 4-го уровня поднялся. Кто-то плотно залутался, уже и даже смотреть нечего тут. Все посмотрели. Блин, правда и тут нет, что ли, ни одного дикого? Прям ни одного? Сори, мне некогда было скидывать. Вот он и заспаунился. На ПС, блин, бронеразгруз у него, слушай. Ёлки-палки, 50 килограмм. Лутаться не будем, пацаны. Да уж. Лутано все. Стопудово. Я с ними не пересекся как-то. Как-то они, видимо, в сторону скалы пошли, снайперской. Ну что, квест выполнить не получается. Значит, тащить это все домой будем? Что-то который раз здесь прохожу уже через эту сторону, да, и который раз уже не попадается мне диких практически нисколько. В следующий раз, если такой спаун будет, я лучше тогда под скалами где-нибудь пройду. Там наверняка поинтереснее будет. А все, выгребли уже пацанчики. Пацаны. Все повыгребали. А что такое лежит? О, звездочка лежит. Нет, не все. Здесь под столом почему-то не так часто смотрят пацаны. Какой-то лутецкий. О! Здорово! Еще ты как тут оказался? О, СКС-ка новая, блин. СКС-ка новая. Горностай выкинем тогда. А пофиг на этот. СКС новый. Без него проживем. Ящики открыты. Да надо домой незаметно идти. Надо да лучше выйти и выгрузить все, весь лут. И налегке прогуляться еще раз в лес. Надо прям завершить этот квест. Иначе так дело не пойдет. Ну и тут, в общем, уже вскрыты ящики. Дальше лута не будет. Только огрызки, объедки.
Опа. А, двоих диких в голову зато ты Дейлик сделал. Челоботы уже подъехали. Да тут 15 минут осталось. Топорок я бы забрал. Ого, на БПшках. Крутой перец. Все, ребята, надо домой идти. Все это хорошо и весело, но... это может плохо закончиться. Это нам не надо. Но я сейчас настолько мобилен, как какая-нибудь турель. Я могу только сесть где-нибудь и крутить головой и стрелять. Все, пошли на выход. Выход у меня прямо по курсу. Идти буду долго. Если ничего не будет происходить, то я просто вырежу потом. Еле-еле душа в теле, датель упался. Капец, как это долго оказывается. Ёлы-палы. Все, домой. Зашибись. Не, сейчас налегке лучше побегаю по локации. Да и сделаю. На 34-й минуте рейда я только вышел. Это очень много по времени занимает. При этом всего 3 убил, и один из них только без брони. Такой результат не очень удобен. Надо сходить налегке. Можно закрыть дейли квест с устранением 2 диких в голову. Второй челобот, но он тоже дикий считается, поэтому как дикий. Значит, можем закрыть квест и забрать все награды, которые нам полагаются. Будем потихоньку торговать, начинать с егерем. Будем ему сливать часть хабара, который я притаскиваю из рейдов. Так, глядишь, потихоньку, помаленьку, 15 уровню уже будет готов он открыть 2-й уровень лояльности. Есть интересная теория на маяке поискать эти газоанализаторы на водоочистных сооружениях, в таких технических помещениях, где куча всякого хлама находится. И мне вот интересно, я в ту сторону как раз еще не ходил лутаться. И сейчас, я думаю, самое время сходить, посмотреть, проверить. Главное, что подступники мне там малину не испортили. Так, поехали. Боковой тоннель, укрытие в гроте. Во, вот это нам подходит. Укрытие в гроте — это то, что нам нравится. А по времени 26 минут. Отлично, я успею туда сходить. Сейчас быстренько эту комнату посмотрю. Может быть, тут есть что-то, с чем я могу сразу же пойти на выход? Конечно, нет. Джифон, аккум, пауэрбанк. Ну, по квесту он не нужен, с него там варить кое-что можно будет. Но это, по-моему, еще не скоро будет, так что можно заигнорить. Чик. Или не Нет, пойдем, повыпендриваемся. Хочу сходить туда, в ту сторону. Я туда ни разу еще не ходил, тут-то мы лутались. Так-то быстренько, вжух-вжух, тут бы сейчас посмотрел и на выход фить. А так сейчас выясним, что там получится, может, что-нибудь. Ну, здрасте, мордасте. Походу, ничего не получится. Свои.
получается. Ну как свои? Кому свои, а кому не очень. Выход в гроте я вам покажу, если получится на нем выйти. Да вон на него, вот эти скалы, там внутрь прям заходишь, есть такое возле берега. Ну, лучше в натуре один раз увидеть, чем 100 раз слышать. Да хотя уже, наверное, все знают, все посмотрели всякие гайдики, шмайдики, все в курсе, что как там работает. Значит, обхожу минное поле, тут заминировано кругом. Плюс там эти, вон сидит, сидит на вышке. Ну и сиди дальше. Кукурузу охраняют, сидят там. Значит, я буду обходить все это дело, минное поле с той стороны, заходить в первый, по-моему, он там называется этот. Да бог его знает, как назвать это помещение. Водоканалом обзовем его, там водоканал написано. Вот стрельба. Вот это здание. Туда и будем чего-то внедряться. Тюйте твою маковку. Вот он выход. Вот прям туда вниз спускаешься к бережку, прижимаешься сюда к скалам и все, и выходишь. Совершенно спокойно, без всяких проблем. Так, стрельба идет. Блин, а по-моему стрельба как раз в этом помещении, куда я собрался. Ладно, сейчас проверим. Кроссы свои дерзкие намочить придется. А мешок у меня... Мешок нормальный. Могло бы быть гораздо хуже. Вот отсюда примерно с труб. Тыгадык, тыгадык. Но это на крыше, нормально. Он там... Кого-то кошмарит там. А я отсюда зайду. Ох, сейчас чувствую, схлопочу я, да? В этих помещениях, короче, полазить, если... Я думаю, можно будет найти что-нибудь интересное. Не нравится ему то, что я здесь шатаюсь, походу. Ну и чё? Вот, тут прям на полу лежит добрышка, смотри. Оператива, лампы. Электросберегающие. Тут у нас вообще ничего. Или уже кто-то пошурудил тут? А, нет, не пошурудили, смотри. Кабель есть. Хотя, может, отрыгнули просто. Вот он на крыше теперь заагренный сидит, и фиг его знает, как с этим работать, да, и никуда не денешься от него. Как мне? А я хотел еще другие помещения посмотреть.
Не менее интересные. Да ладно, пофиг, помру так помру. Ну, чё? Это ж дикий. Отъехал. Здесь охотрай. Какая-то ядерка взорвалась. Так. Может попробовать соседнее, вон то помещу. Понял. Понял. Не-не-не, не пойдем в соседнее здание. Или он не по мне? Ощущение, будто, блин, на меня агрится. И что я вам сделал? Подумаешь, одного убил. А, не, он с глушителей пилит там уже. Ну... Как говорится... Была не была. А, он живой наверху. Он живой наверху. Понимаешь? Понимаешь такой юмор? Пошел в жопу. See a bandit. Scav spotted. Блин, как я его? Да не, нифига туда не залезть. Ой, ё-моё, и не туда, и не сюда теперь. See a Вот. bandit. Locals arrived. Scav, over there. Ой, тут же минное поле. Не хотите, как хотите. Я думал, вы меня убивать будете. Электродрагатель.
О-оу. Это за мной выехали? Похоже, что я ему надоел, и он выехал за мной. Мама. Все правильно говоришь, все правильно. Ни одного я все-таки в голову зацепил, оказывается, который там на крыше за пулеметом сидел. Видимо, он там не в одного сидит. Все, добро выгрузил. Мне надо будет еще поесть, попить, и можно отправляться в путь. Пойдем еще раз в лес. Сегодня будем закрываться этот квест. По-любому сегодня мы его закроем. Идем за ЧВК в лес в 6 утра. А, давай вечером. Я точно не буду ничего лутаться, так что я очень быстро все это дело сделаю. Стопудово шлем я застрахую. И все, остальное можно оставить как есть. Поехали. Дом диких. Да? Да, это дом диких. Ё-моё. Что-то мне со спавном круто вообще не везет. Как вот мне теперь? На ту сторону, что ли, перебежать, Маш? С той стороны, на МЧС. Или по этой стороне? Нет, по этой не пойду больше. О, дикий. Братюня, я тебя искал. Не попал. Попал, не попал. Не попал. Да чтоб тебя. Ох, этот, блин, стрелок такой себе. Ну ничего, главное, мы знаем, что он там есть. И что хотя бы мы тут не зря по этой стороне поперлись. Кто тут не подглядывает? Надеюсь, что нет. Сейчас мы патрончиков дошлем. Патрончик слабенький, может быть, я и попадал, но он даже если в минимальной броне будет, то мне сложно будет убить. А вон он, по-моему, стоит. А нет. Куда спрятался? Может, я его все-таки убил? Нет, не убил. Значит, он там до сих пор. Выходи. Ну вот. Так-то лучше. Так. Еще один готов. Бородюня. Это уже 3. Еще 2. Опа, вижу. Не убил. Не убил. Придется пошуметь чуть-чуть.
Или не придется? Вот он! Угу. Отлично. Уф! Твою дивизию. Хорошо, что я броник не надел. Я еще подумал, такой, думаю, е-мое, по-моему, это не он был. Вот вы даете копоти, пацаны. Сюда. Нежданчик, нежданчик. Надо очень быстро все тут туда, сюда и домой чесать. Ну, уходить отсюда точнее. Ну, хотя бы в броне можно двигаться, и то хорошо, да? Вот, один квест уже закрываем. Это уже хорошо. Ох, а тут долго будет заряжать. Надо спрятаться. Патроны докину быстро в магазин. Готово. Здесь все, ничего не нужно. Пикник со стрельбой, еще двоих. Вот это я понимаю, вот это другой разговор. Можно попялиться КПП, чтобы уже не бояться помереть. Не видать. Блин, если бы я сейчас тут двоих диких бы нашел, я бы спустился вниз на лесопилку, честно говоря. Внизу в лесопилке в сером ангаре можно интересности посмотреть. Видать. Окей. Гляну флешку на палатке и пойду в сторону МЧС. Флешки нет. Окей. Будем посмотреть под скалами еще. Ну, случай усякий. Слушай, а может быть кирпичную эту сторожку заглянуть?
Там как ни крути, курточки две. Пойдем, разведаем. Разведка боем. Тут даже 3 курточки. Сейчас все будет. Оба, саморезы. Да их. Что еще можно? Пока ничего. Деньга. Что саморезы? Так, двоих диких. Я просто не уверен в том, что будут на МЧС 100% там пацанчики двигаться. Если их там не будет, то это придется крюк мне давать, а мне бы не хотелось этот крюк давать. Чтобы наверняка было. Прошвырнусь под скалами. О, 220 это хорошо. 220 это квестовый ключ. Как-то бы, блин, чтобы аккуратненько было и продуктивненько. Открыта, правда, шибко. О, вижу. Вижу пацанов. Один. А мне сколько, двоих или троих надо было? Все, один остался. Еще одного видел, но он под скалы туда куда-то уперся. Снайпер далековато для меня. Это еще что за хрен? Не ЧВК ли это? Подожди, ты мне еще пока не нужен. Мне один дикий нужен еще. Давай под палаткой, я думаю, здесь его сейчас и подрежем. Если он пошел, то возможно в обход. Ну вот. Про что и говорил. Ай, спалился. Ой, он еще и с мосинкой. Он не один, что ли? Вижу. Подожди, не убивай. Ой, еще один. Да вы че, вот как назло, я же говорю, закон подлости. Когда вы нужны, вас нет. Она придумывали тут. А это случайно не челоботы подъехали, а? Ладно, мне там один типок стрелял. Я так и не понял, кто это, ЧВК или челобот. Или просто дикий, но я рисковать лучше не буду.
Пойду на 16 попробую выйти. А, выход, выехали на машине, поэтому там и стреляли, я понял. Салютовали, короче, парни. Шестнадцатый, благо, близко совсем. Но он, зараза, не работает, да? Да, он не работает. Не, работает, по-моему. Да, работает. Вот такие дела. Да тут еще и не лутано ничего. Сейчас еще и в рюкзак что-то насуем, да? Есть тут что? Чем поживиться? Шестидесятник. Прикольно. Я бы его, если честно, сюда даже затарил. Так, 2 ящика тут посмотрели. Пару ящиков, если сможем, залутаем. Погнали. Ну вот, отлично. Хороший рейд получился. Все прошло почти гладко. 17 минут, 3200 опыта, квест закрыт. Не то, что вот это вот лазил, да, лутался. Ой, тайничок посмотрю. Ой, вот здесь еще посмотреть надо. Ой, вон там. Надо, короче, конкретно либо выходишь за дикими, либо выходишь за лутом. Планы на сегодня я выполнил. Путь выживальщика беззащитен, но опасен. Закрываем 5 диких без бронежилета убили. И прапорщика квест пикник со стрельбой в том числе закрываем. 15 диких в лесу. То же самое убили. Хочу попробовать сделать оружейник первый. У меня тут есть кое-какие предметы и для бартера, и все в этом духе. Можно вот так вот выменять МР-133 рельсы эти. Чтобы понимание было, нам нужна МР-133, эргономика больше 47, ЛЦУ, расширенный магазин, сумма отдач 850, 4 ячейки, собери мне такую, бла-бла-бла, понятно. Все, купил все, что необходимо. Мурка продается у егеря сразу же с увеличенным магазином на 6 патронов, так что ее можно использовать смело. Снимаю приклад и, как она называется, цевье буковое. Устанавливаю цевье Custom MR133, я его выменял на хард-диск 1 HDD, устанавливаю купленную рукоятку MR133 пистолетную, да и все остальное практически я купил, за исключением ГК-02, который я нашел в рейде в зеленом ящике оружейном. Все, что нужно сделать теперь, это накинуть имеющееся добро на МР-ку и сдать ее по квесту. Пистолетную рукоятку, лазерный целеуказатель, цилиндр и ГК-02. Все, сразу желтая галочка появляется, говорит о том, что это квестовый предмет, который мы можем передать сейчас торговцу. Идем к механику, задача передать, Мурку отдаем и закрываем квест оружейник первый. Здорово, у меня есть магазин большой на 60 патронов. Можем сразу же второй оружейник сделать, но, пожалуй, это уже на следующий выпуск оставим. Жалко, еще пока для убежища ничего я так и не сделал толкового за дикого. Потрачено, короче, время было сегодня. Но не всегда идет все как по маслу, так что это окей. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Благодарю вас за нескромную поддержку, за приятные комментарии и отзывы, за ваши пальцы вверх. Всем удачи, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.